Здравствуйте! Сейчас на экране вы видите Екатерину Фролову, приемную маму с Камчатки. 4 года назад она забрала из детского дома темнокожего мальчика. Тогда за ее историей следило огромное количество людей по всей России. Очень многие задавали один и тот же вопрос. Как вы нашли мальчика с африканского континента? Так вот, Джем рожден в России. И Катя не хотела специально усыновлять темнокожего мальчика. Она просто увидела его фотографию в федеральной базе данных детей-сирот и сразу захотела его забрать. До 7 месяцев Джем прожил в доме малютки. И когда Катя звонила в опеку и спрашивала про этого ребенка, ей говорили, что очень скоро за этим мальчиком приедут биологические родители. Но так они его и не забрали. Сейчас Катя Фролова в одиночку воспитывает уже 3 приемных детей. Ее удивительную историю я расскажу вам прямо сейчас. Подписывайтесь на мой канал, а также на страницу ВК и Телеграм. А Катенька выйдет из этого здания с каким-то сверточком. Так, подожди, что там с тобой у нас произошел? Давай, помогай. Ну-ка. Да ты такой крутой! Очень блеск! Ой, весь звезда! Ничего не звезду! Да? Все. До свидания. Прощайте! Джем, а ты любишь танцевать? Нет. Можешь что-нибудь такое? Вот, смотри. Я буду тебе хлопать, а ты будешь... Ой-ой-ой, какая у тебя шикарная музыка. Ну что, друзья, я приехала вот в эту замечательную дружную семью. Хочу вас познакомить вот с этими прекрасными парнями. Это Джем, старший. Джема, руку давай. Это Богдан. А вот это Витя. Смотрите, только проснулся. И мы сейчас собираемся на прогулку в полном составе. Вот вы можете нас увидеть, но это буквально несколько секунд, и потом все разбегутся. Джема, иди к нам. Иди к нам. Джем, скажи всем привет. Джем, ты же умеешь вот так скажи. Друзья, всем привет. Давай, Джема, говори. Всем привет. Всем привет. Мам, со мной пылится что-то ненормально. Да что ты? Да что? А вот мама Катя, приемная мама, которая воспитывает вот этих 3 замечательных ребятишек. И у нее это очень здорово получается, конечно. Как она с ними справляется, я не знаю, ребят. Правда, честно скажу, не знаю. Но мы пошли гулять. Пойдемте. Кать, а как ты справляешься? Скажи вот тут. Легко и непринужденно. Это все не для слабаков. Ничего не делаем проблему. Все налегке. Все с улыбкой. Да, с 3 прекрасными детьми, послушными. Да, которые сейчас разобьют уже камеру нам. Ну, с легкостью выходим на улицу. Ни за что не переживаем. Маме дверку держим. Это главное. Я их учу всегда. Так. Учу всегда держать маме дверку, и на помощь всегда спешат сердобольные женщины. Вот именно женщины. Мужчины сразу же понимают, что не нужно помогать, потому что, ну, реально, мама мужчину учит держать и дверь. А женщины, вы что, ему тяжело? Вот мы таких мальчиков воспитываем. О, наша одна. Все. Все. Это в садике мы вместе. Да. Привет, принцесса. Скажи, вот у тебя же, Кать, получается, ты и кровную родила, то есть ты прожила это, да, есть рожденный у тебя ребенок, да? И ребенок приемный. Есть различия и чувства твои, вот материнские, они к каждому ребенку одинаковые или наоборот разные? Я все-таки дождалась того момента, когда я могу быть мамой одновременно больше, чем одному ребенку. То есть ты так хотела? Я очень это хотела пощупать, почувствовать, что это, как это. Вот с Джемом у меня самые яркие из всех. Самые яркие вот такое вот впечатление. С Богдашей уже попроще, но бешеная, а моя зона ответственности какая-то, да, то есть и я еще очень жадная до них. Это мое, это не трогать. Это только я могу сказать, что мне что-то в нем не понравилось, или мне где-то что, не дай бог, мне кто-то скажет, да, со стороны. Да. То есть я за них очень ответственна. Я не могу различить вот разница, где, ну, как, то есть я все равно так же люблю сильно. То есть нет такого ощущения,
Не мое. Какое не Недолюб. мое. Каждый же тоже обдуман, каждый мною желанен. Я есть чувство, я фонтан, я генератор, то есть я живу на чувствах, я очень чувствительна к любому тонкому Да. плану, да. Мне можно ничего не говорить, я считаю, что человек обо мне думает, я не могу находиться в месте, где как-то обстановка не такая, я это кожей, не знаю, чем чувствую, да, есть же люди такие. Вот. И зачем я буду себе усложнять жизнь, допуская какую-то там нелюбовь или недолюбовь или что-нибудь такое. Это моя семья, мой дом. Они же постоянно со мной. Они же меня, вот вы видели, они мне даже не дают выйти из комнаты или посидеть в другой комнате. И зачем я буду себе создавать такую атмосферу, где мне неприятно находиться? Мне не хочется себе жизнь портить. Я эгоист, я ленивая. Я лучше здесь вот соломочки подстелю, чтобы мне потом легче было падать. Я все продумаю, я все создам как-то. Вот из-за этого, не знаю. Может, потому что я троечницей была. Говорят же, троечники, они очень адаптивны. Ну да. Плохо училась в школе, да? Нет, ну у меня там четверки, конечно, тоже были, но Да. я себя называю так, что, ну, короче, отличница я не была, и вот круглая хорошистка я не была, все равно у меня там где-то были. Но я просто читала много про троечников, что они очень к жизни приспособлены и имеют вот эти вот качества приспосабливаться где-то. Ради чего ты взяла детей? Какая у тебя была основная мотивация, кроме того, что стать матерью? Ну, меня распирало, мне слишком много. И у меня, видимо, такой уже потенциал накопился вот этой вот и любви, и возможностей, сил, что мне хотелось ею поделиться. Ну, то есть у меня уже такой переизбыток был. Меня много. Я еду в какое-нибудь путешествие, какую-нибудь за границу. Ну да, вот здесь сейчас я получила от этого кайф, а вот дальше меня отпустила. Моя работа творческая, она мне тоже. Мы же творческие люди, мы же тоже, вот нам постоянно нужна какая-то подпитка. То есть, а вот это вот все, это бесконечная подпитка. Это бесконечное вот перпетум мобиле. Еще 3 разные. Но это же еще и отдача, и огромный труд. Это такая отдача от них. То есть я От им... них? Да, я помню, тогда Джема сказала, что я ему даю, допустим, на 100, ну, не знаю, Да. эквивалент чего угодно, там, в чем хотите, измеряйте, да, на 100, а я ловлю обратно на 300. То есть вот он меня так интересно. заряжает вообще. И я самореализовалась. Вот сейчас я могу сказать, что я самореализовалась. То есть мне не нужен никакой поиск, мне не хочется ничего. Мне многие такие поживи для себя. Я такая думаю, люди, вы вообще понимаете, что такое поживи для себя? Насколько это пусто, насколько это ни о чем. Поживи для себя. Вот я сейчас для себя живу. У меня для себя вон бегает, вот тут, вот. И еще одна мне звонит постоянно, 24-летняя для себя. Вот они все мои для себя, для меня. Катя, быть матерью-одиночкой, скажи, тяжело? Идеально, идеально. Мне нигде не надо. Понимаете, вот я представляю, вот сейчас я гуляю с вами, да? Да. Вот мне никто не придет домой и не скажет, а почему у нас вот эта вот пыль там валяется, а что у нас сегодня на ужин, а потому что я приготовила то, что они любят, а вдруг он не будет любить то, что они любят, а я готовлю, вот я под них подстраиваюсь, что вот они... У меня почти друзей нету. Да как это у тебя нет? У тебя полная площадка друзей. Новых найдем. Джем. Мамулечка твоя, друг твой. Ты не можешь. Я могу все, сын. Что ты хочешь? Я могу. Я даже могу в листьях валяться умею. Но только не буду, у меня пальто, которое мне дочь подарила. Катя, но первый вопрос, который зададут, я так думаю, подписчики, да, зададут зрители. Зачем взяла темнокожего, когда у нас столько русских деток? Даже не было такой мысли у меня о том, что он какой-то не такой. Ну и вообще у меня не было этих условностей, там, что он должен быть на кого-то похожим, там, белые волосики, голубые глазки. То есть, Кать, для тебя не имело значения цвет кожи, глаз, волос? Абсолютно не имела. Ну, с дочерью единственное, с кем я посоветовалась, когда сказала, что вот хочу это все реализовать, она сказала, только мальчик. Я сказала, все, замечательно. А группу здоровья я сама знала, возраст я сама знала примерный. Это все критерии, которые меня интересовали. Пол, возраст, группа здоровья, все. А что тебе было важно, вот когда ты выбирала ребенка?
Просто вот интуитивная... С первым ребенком я же не знала, чего я, ну, как бы, что я ищу, что я получу, как оно. То есть я много читала, все, но я хотела прям вот ребеночка. Прям вот ребеночка, и которого рожу не я, и что вот я так же полна сил, как была, здоровье мое так же стабильное, как и было, и просто у меня появляется ребеночек. Вот это еще, кстати, очень классная такая штука, что ты не испытываешь вот этой гормональной турбулентности, Да, встряски. да, да, Ты да. вот это вот физически ты здоров. И у тебя просто появляется ребенок, ты не вымотанный. А мне так еще вдвойне повезло. У меня нету того, с кем бы мне приходилось выяснять отношения параллельно и подстраиваться под его жизнь, подстраивать ребенка. То есть я была прям вот вообще в своем вот мультике, который нарисовала сама. Катя, давай вспомним тот момент, когда ты увидела Джема в федеральной базе данных детей-сирот. Когда это было и что ты почувствовала? Мы, когда учились в школе приемных родителей, нам сказали не залазить в эту базу. Да. И уже к окончанию я полезла в нее, забила там вот мои параметры, которые мне нужны были, мальчик, возраст и все, в принципе, группа здоровья. И листаю, вот как вот мы листаем экран. Ну да. И там вижу просто вот его фотографию. И у него там такая вот эта вот эмоция, прям как будто бы он что-то сказать хочет. То есть не просто там сфотографированная картинка. И я что-то вот это почувствовала, что такая подумала, блин, ну как ты вот тут оказался? Что вообще, как ты тут в этой жизни? Ну, зачем все это? Закрыла, легла спать, и утром просыпаюсь с навязчивой идеей, где он. И все, я его ищу. И ты его увидела, и как много времени прошло до того момента, когда ты забрала Джема? Сразу же, вот 30 декабря я получаю заключение, и все, и мы уходим на каникулы на 10-дневные. За эти 10 дней там, да, я все это прозвонила им, кучу всех. И я уже покупаю билеты. Да, не помню, на какое число я билеты купила. 20-го, кажется, мы уже вернулись, января. И прям быстренько я туда еду. 20 января ты уже его забрала? Ну, в 20 каких-то числах я уже прилетела. То есть это прям было мгновенно. Ну, а что тянуть? Он там сидит со скольки? С 4 месяца, да, он получился, с 4 месяцев он там сидит. В 11 я его забрала. Слишком долго он провел без родителей. Это так неправильно. Джем, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет? 5. Твое самое любимое занятие, Джем. Чем ты любишь больше всего дома заниматься? Копать. Копать картошку? Да? Это такое игрушечное поле, которое там есть земля, и там игрушечная картошка, и мы там ее копаем. Замечательно. Вот мама, думаю, этого не знает еще. У тебя есть любимые сказки, Джем? Да. Да расскажи, кто у тебя самый любимый герой сказочный? У тебя такие пяточки розовенькие, такие классные. Боишься щекотки, да? Да, боюсь. Ну тогда убирай ноги. Давай вот так, садись. Так, рассказывай мне, какие у тебя любимые сказки? Баба Яга и Серый волк. Так, и что, о чем Баба это Яга и сказка? Серый волк. Угу. Там волк, и Баба Яга. Там Баба Яга, там волк подошел, какое-то дерево выпил. У него какая-то салик сделался, он его кинул. Так, И ты по- сказочник такой? Ага. И потом, и эта штучка маленькая взорвалась. И этот салик, и Баба Яги дом просто умер. Катя, а ты же с Камчатки, правильно? Да. Да? Ты родилась на Да. Камчатке? Да, В каком городе? Город Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский, да. Сколько лет ты прожила там? Да. 44 года. 44 года. И Джема ты забирала еще когда жила? Да, все мальчики, да, всех мальчиков с Камчатки. Мы только вот приехали, мы еще год только тут живем. Ты писала о том, что ты звонила в опеку и говорили, что биородители его Да, заберут. Не волнуйтесь, не берите. С той стороны было очень много разговоров о том, что заберут. Но дальше, чем разговоры, там дело не заходило. А дитё 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 месяцев сидит.
И они заберут, потому что с той стороны, со стороны био, им прям напором говорят, что мы заберем, да попробуйте кому-то отдать, да вы завтра у меня окажетесь у Малахова на Первом канале, да все, как они там, все репортеры завтра будут. Ну, то есть там такое вот было. А кто запугивал? Это органы опеки? Нет, органы опеки везде, органы опеки, все. Вот у меня, я не знаю, я удивляюсь, когда вот какие-то страшные истории. У меня с органами опеки всегда почему-то все на лайте, ну, потому что как бы буква закона существует, они со своей стороны букву закона, ты со своей стороны, да, по этой же букве закон читаешь, все как бы нормально. Нет, с той стороны вот биологическая сторона, они вот прям били себя в грудь. Что мое Вы с ними дитё общались? Вы знали, кто у него родился? Нет, я знаю, кто, но я не общалась. Это молодые люди? Да, они моложе меня. Ну, биомать моложе меня. Ей, я не знаю, сколько. Катя, почему они его оставили? Так не хотелось бы говорить, потому что, знаете, это касается... На них мне вообще все равно. Я так боюсь, что он потом прочитает или увидит, что вот... И вот это вот семя того, просто что он это не нужен был. асоциальный образ жизни? И асоциальный, и очень веселый, и очень разгульной, и околокриминальный. И, ну, какие они могут быть, эти люди? Есть и мама, и папа. Ну, да, но они так и поняла, не в браке, ну, не в официальном. Ну, да. А они живут где-то... Где-то вот здесь, вот, ну, под Москвой, не знаю, как я называю это гастроли. То есть там погастролировали, там это, ну, в смысле, побывали. А на кого из героев ты хочешь быть похожим? Есть у тебя какой-нибудь супергерой? На кого хочешь быть похожим? Супервентина. А ты уже к Новому году готовишься, скажи? Ну да. Наверное, уже учил какие-то стихи, наверное, Деду Морозу. Ну да, вот мой стих. Дед Мороз, приходи, всем подарки принеси. Танечке и Ванечке, Мисутке и Масеньке. Кать, у тебя есть такой страх, что может прийти мама и может сказать, он же под опекой? Да, все три. То есть не усыновлены. Вот, поэтому как бы есть такая опасность. Ты боишься этого? Нет, я не боюсь. Я не боюсь, объясню, почему я не боюсь. То есть тут два, наверное, фактора, да, по которому я не боюсь. Ну, во-первых, дети не такая уж разменная монета, чтобы государство прям отнимало, отдавало, а потом отсюда отнимало, а туда отдавало, да. То есть, ну, я предоставлю, конечно же, все, что у этого ребенка есть, все, чем он занимается, куда он ходит, где мы все оплачиваем. То есть, если государство посчитает нужным ухудшить его материальные и жилищные, и там образовательные условия, и передать его туда, да, где, допустим, ему это не смогут предоставить. Доброе утро. Да, утро. Ты в садик такой красавчик? Да? Да. Ну, пожелай всем хорошего дня и настроения. Настроения у меня нет. Где твое настроение? Я вот потеряла эти настроения. Потеряла. Они никогда не найдут. Но я не зарекаюсь, вдруг там за миллионера замуж выйдет и сможет ему предоставить это все. Опять же. Второе. Это вот первое, почему я не беспокоюсь. Второе, и самое, наверное, главное, и самая большая проработка внутри меня собой, что, ну, я не оформляла на них как он называется, господи, боже мой, документ, что это моя собственность. И никто в жизни нам ничего не может, никогда, никому, даже собственному ребенку. Усыновление не даст ничего. Никаких гарантий. То есть вот усыновление равно гарантия. Никакой гарантии. Ни усыновления, не выходишь ты замуж, тебе на этого человека ни гарантии не дают. Не рожаешь ты собственного кровного дитя, тебе на гарантии. Во-первых, начнем с того, что каждый человек в этот мир приходит, и он знает, что у нас у всех один выход из этой жизни, да, и каждый имеет право на этот выход. Наконец-то еду я к бабулечке.
О, Боже, как ты стала хороша. Ну, жаль, что больше тут и нету. Бабулечки, я еду очень весело. Это уже не гарантия. Мне важнее, что эти дети хоть коротенький промежуток, но получили мамину ласку и не находились там в домике. И если когда-нибудь придет тот момент, что мне придется с ними расстаться, ну, я-то у них в сердце где-то по-любому буду. Понятное дело, это будет очень драматичная, душещипательная история со слезами, соплями, с адаптацией, выкарабкиванием, психологом и всем остальным. Но если думать вообще чисто по-человечески и о душе, ну, как бы я дала все, что могла бы дать. То есть не больше, я не боженька там, да. Я и так ему благодарна, что он мне сколько бы ни отмерил, спасибо за каждую минуту, за каждый миг проведенный. Поэтому они мои, пока Господь это мне позволяет. Ты ждешь, что тебе Дед Мороз принесет какой-нибудь подарок? Что ты ждешь в подарок? Ну, огромную гитару Локс. Все, я тебе дарю гитару, я Дед Мороз. Давай. Вот такой у нас Чтобы прям, инструментальный ансамбль. чтобы прям, когда я вот так, Так. на ней сделал, и там все взорвалось для меня. И О, я полетела. ну, я вижу, ты выдумщик, конечно. И потом я взял свою гитару Иди сюда. Джем, я поняла. и всех превратил в рок-зомби. Потому что я люблю рок-н-ролл. Ты им рассказываешь о том, откуда они? Я пыталась, когда они были маленькие, рассказывать. Поняла, что немножечко что-то то, да не то. Да, рановато. Знаете, я с какой стороны иду? Я не говорю, что я тебя родила. Я говорю, как ты у меня появился. Вот так вот, допустим. Или когда ты у меня появился, или когда тебя Боженька мне подарил, когда мы с тобой встретились. То есть вот такими вот словами я ему говорю. Я не говорю о физическом контакте, вот этом вот, что ты там... Ну, Рождён да, мною, рожден да? мной. Вот такого не говорю. Но иногда могу пропустить там слово какое-нибудь, что там, ну, бывает такое, что другая женщина родила, а вот ты воспитываешься там... не справилась там или еще что-нибудь. Ну все, красавчик. Оставить панику. Боже мой. Можно вас снять, молодой человек, на камеру? Да. А повернитесь. Вау, это что за красавчик? Катя, вот наверняка ты об этом тоже думала, что в какой-то момент, да, ну, например, там Джему исполнится 18 лет, и он захочет увидеть свою маму, захочет узнать, где его родители. Как ты к этому отнесешься и думала ли ты об этом? У меня очень прям большой альбом скриншотов его семьи. Он там очень сильно не один, их много. То есть родственники есть у него? Да. Это большая очень семья. Они живут в России? Я его называю седьмой сын. Он седьмой сын. Вот. После него еще есть. Я ему, наверное, буду показывать. Он, знаете, ему не 18 будет, это будет гораздо раньше. Он очень пытливый, он мегамозг, он интеллектуал, там такой интеллект активный. мощный. Но ему все время нравится, чтобы объяснял кто-то. И вот этим вот главным, кто объясняет, это либо я, либо няня. Мальчик Джемик же матерился? Да. Ну так скажи мне, если ты мне не можешь ответить на вопрос, почему дети матерятся, ты мне скажи, почему ты, мальчик Джемик, матерился? Почему у тебя возникает такое желание? Ну подумай, я тебя не буду там не ругать, я просто хочу понять. Даня, мой друг, он меня это подговаривает делать. Говорит, хотите, чтобы я вам масценку принес, тогда матерились. То есть он всегда с нами в диалоге. Это тоже очень хорошо, потому что, это не кто-то чужой человек скажет, да, это скажут ему вот родные, главные люди.
Вот, и я ему покажу, расскажу. Если захочет поехать, может быть, даже каким-то образом придется какую-то встречу, что ли, организовать. Вообще, захотят ли там, с той стороны? То есть, знаете, в жизни такие удивительные вещи происходят, что я не удивлюсь, если вообще скажут, мы не знаем таких, и положат трубку. Я же не знаю. Какая у тебя мама, Джем? Она красивая. Красивая. Она любит меня гладить, вот так вот пожимать. Она еще гладит тебя всегда? Да, Да? реально. Угу. А ты ласковый сын? Да. Да? И еще она меня любит катать на машинке. А ты маме помогаешь? Ты маме помогаешь по хозяйству? Ну, нет. Ну как так, Джем? Ну что ты? Ну, конечно, помогаю. У него корни африканские? Да, биологическая мать его мулатка. То есть это микс афро и славянской крови. А биологический отец африканец полностью. То есть у него белой крови 25%. Скажи, ну вот откладывает это отпечаток на его темперамент? Ну, я вижу, что уже, да, видно, что он такой очень активный. И насколько это важно в воспитании? То есть, может быть, я не знаю, может быть, ему показывать, рассказывать о его культуре, да? Вы что, я с самого этого обязательно про Африку. Когда YouTube еще был в телевизоре, я постоянно ставила и племена, и рассказывала, и что единственное только под запретом. И я сама не могу, как вот он у меня появился в жизни, смотреть фильмы, где касается рабства. Вот это вот я не могу, даже вообще сразу выключаю. А такое что-то в позитивном ключе, именно как культура, именно там какие-то там у них там танцы, там все это творчество. Я вот это вот показываю ему и показывала всегда, и он всегда знает, я его называю, когда он начинает там сильно беситься, я говорю, Африка. Просто вот он, вот Африка для меня. Я-то Африку, как не знаю. Для меня он, да, моя черная жемчужина. Ты ходишь в сад? Ходишь? Да. Чем вы в саду занимаетесь? Расскажи мне. Мы там лепим. Так, что еще делаете? Учим правильные слова, буквы прям по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Молодец. 18, Ну, скольки можешь 19, считать? 20, 21, 22, 23, 24, 20. Кать, расскажи про адаптацию. Ни у Джема, ни у меня не было адаптации. У меня, может быть, знаете, какая была? Надо же. Это вообще, Это вот правда, Катя? он мой подкожный, он у меня вот здесь вот был. Я как дурочка была, я его везде с собой, я вот это глаза-то дурные. Он везде со мной, я нигде его не оставляла, ни разу. Он у меня первый раз, наверное, переночевал у моей мамы в Краснодаре. И то потому, что мне нужно было, квартира у меня была, нам нужно было отмывать квартиру, все. Очень-очень поздно пришла. Вот, это ему уже было, я не знаю, уже, наверное, Богдаша был. Я его никуда, нигде вообще от себя не отрывала. А книжки вам читают? Ну, Книги читают? сказки-то потом. Сказки, да? Да. А тебе нравится в детском саду спать? Ты спокойно засыпаешь? Или не очень? Это я боюсь. Балуешься? А ты любишь баловаться? Ну да. Я-то особенно- вижу. Мне сказали, мне говорят спать, а я не сплю. А тебя воспитатели наказывают за это? Да. И как? Знаете, что они делают? Что они делают? Они просто меня выгоняют. Из комнаты? Где дети спят? Да. Угу. Да, они, мам, они прям меня выгоняют, да. Ну скажи, неужели у тебя не было моментов, когда тебе было прям тяжело с ним? Трудно, тяжело, невыносимо? Про принятие вы или Да. про физическое? Ну, вообще... Про физическое вообще нет, потому что я как бы такой работяга, мне физическое. А про принятие, про психологическое, мне кажется, он мне слишком тяжело достался. Это, знаете, как вот мамы, которые проходят вот тяжелое забеременеть, тяжелое выносить, тяжело реанимацию, вот это вот выкахать это вот ребеночка, да, и вот оно становится твоим каким-то бриллиантом. Вот, наверное, у меня такой же был. Кать, скажи, пожалуйста, были ли у тебя такие моменты, что тебе приходилось защищать честь своего сына, да, вот, что он какой-то не такой, что он отличается,
И ущемляли ли его когда-то? И приходилось ли тебе за него заступаться? Ну, да, конечно. Вообще вся наша история началась именно вот с этого хейта, откуда нас все узнали. То есть я вела себе страничку такую тихую, я думала для своих, там все. И тут наши фотографии разлетелись по интернету. Вот эти вот, тогда раньше было какое-то там, я не знаю, какая-то группа или движение, или что это, мужское государство. То есть они именно расистские у них были вот эти издевки, то есть они там деанонили женщин, которые имеют союз с нерусскими. Они, видимо, подумали, что я так же само с кем-то, не знаю, по их мнению, связалась не с тем, с кем нужно. И дитё, плод, да, вот этого союза. Но даже когда ему уже показали и рассказали о том, что это ребенок приемный, вроде как благое дело, они тогда все равно сказали, что не такого взяла, у нас слишком много наших детей, что еще заморских тут набираешь. Ну, понимаете, за меня тут решают. И так неправильно, и так неправильно. Ну да, там в любом случае было бы неправильно, потому что вот. И как бы многие, ну вот общественность как бы всколыхнула это кому-то, кто-то их поддержал, а очень много людей встали на нашу сторону, защиту, да. Вот вы говорите, его... чтобы его конкретно касалось, ну, допустим, там Джема мне пришлось бы отдавать. Такого, конечно же, наверное, не было, нет и не будет, потому что у него есть я, мама, да, его защита еще не хватало, чтобы у меня ребенка. Но вот недавняя история, да, вот с творческим коллективом, куда мы ходили, там все равно мы... А что случилось? Я не понравился он. Яркий, живой, и отличающийся от всех. Мы пошли учиться. Это очень известный коллектив, центр Москвы. Приехали, проходим кастинг с первого раза, хороший балл. Нас зачисляют, платное обучение, за которое я плачу, да, полную. То есть мы все там находимся на одинаковых правах. Все на платном обучении. Нет кого-то лучше, кого-то хуже. Ну вот первый месяц проучились, и вот что-то пошло не так, перестали, вот, ну, как-то решили от него, видимо, избавиться, что ли. Вот не такое. А чем он не понравился? Скажи, ну, что темпераментом? я красной линией тут вижу и расизм, и просто вот убрать, может быть, яркого конкурента на этапе еще пока они маленькие, цыплятки, не знаю. Слушай, у в меня наше нет. время неужели еще есть вот эти... Да, в наше время это существует. Существуют женщины, которые тоже являются матерями. Да? Она еще говорила, кричала, что она многодетная мать. Не знаю, чем там она хотела меня удивить. Ну, да. Я уже промолчала скромно про свое количество, да, детей. Ну вот, и запугиванием Федеральной службы безопасности, и всем-всем-всем. Собрала вот буквально за день подписи на отчисление нас из платного заведения, 5-летнего ребенка, то есть толпа взрослых мамаш и папаш отчислили дитё, которое хотело учиться, просто учиться. То есть мы с ним просто ездили, просто учились, просто делали уроки, просто выводили эти скрипичные ключи. Я постоянно показывала, видео снимала, как ему нравится заниматься, как все, да. Ну, все с чего-то начинают. И я им пыталась объяснить, что, вы поймите, мы в начале пути, я тоже как бы вижу, что где-то не так себя ведет, это что-то, но мы научимся, я с этим работаю, мне не все равно. Вот. Требования были такие. Они не хотели, чтобы ваш сын учился в этой группе, правильно? Да. То есть к моему было, все, допустим, стоят, а он сидит. Тут же я прикрепляю фотографию, где все дети, включая моего сына, занимаются на карематах, а одна девочка завернулась в рулон в каремат и отдельно от всех лежит в каремате в рулончике. Да. И почему-то она не кажется неправильной, ненормальной, а моему сыну ненормально. То есть она кричала там на всю эту академию, на всю школу. Да. Он ненормальный, ему в спецшколу, ему нужно, типа какой-то там, я не знаю, коррекция или что, для ненормальных. Для ненормальных. Вот так вот. То есть человек, который прям вот орал, не стесняясь никого, не стесняясь детей. Я вот с собой закрываю этого 5-летнего ребенка, чтобы там те родители там не накинулись. Ну, жуткая ситуация. И нас не отстояли, наши интересы не отстояли. Интересы моего ребенка отставила только я. И приняла решение закончить с этим всем, потому что слишком много вот этого вот хейта в нашей жизни. Я его не хочу, я поэтому и как бы не раздувала эту ситуацию слишком. Да. Хотя можно было бы раздуть.
Можно было бы раздуть и школу, и привлечь, и эту мамашу привлечь, и папашу, и всех остальных. Нет, не хочу, чтобы в его жизни вот это было. Я ему буду показывать, пока я могу владеть ситуацией, я ему буду показывать лучшую сторону этой жизни. Пока-пока-пока-пока. Прощайте. Я сделана из тебя. Все, ребяточки. Катя, ну после такого яркого Джема, такого сильного чувства к нему, да, проходит не так много времени, и ты решаешься на второго ребенка. Опять же, с чем это было связано? И что это опять за зов такой материнский? Это именно вот незакрытый мой гештальт по поводу того, что я хотела быть мамой сразу 2 детям. Я стала мамой 2 детям, но одной 20 тогда было сколько, 21, а ему 11 месяцев. И вот, ну, эта разница, она никак. Я не понимаю, как это все, потому что она взрослая, самостоятельно в другом городе, а я снова вот ращу вот эгоиста. Даша, бери совсем крепко и уйди. Богдан, сколько тебе лет? 5. 5 лет тебе уже. Мама говорила 4. Или 5? 5. 5, хорошо. Расскажи мне о своих братьях. Как их зовут? Джемик и Витя. Джемик и Витя? Вот и Витя, да? Вот Витя. А Джемик куда-то убежал. Ты любишь играть с братьями? А во что вы играете? Машинки. Поздравляю вас С праздником. с праздником. А теперь воздушный поцелуй. Богдаш, воздушный поцелуй. Богдаша, воздушный поцелуй. Ну да, одного. То есть одного, да, у меня вот это, я думаю, такая, я так хочу это узнать, каково это. Ты никак не узнаешь, никогда не примеришь на себя, пока не попробуешь. Все. Ну и вот так вот мне предложили Богдашу, звонок снова с опеки. Вот у нас есть мальчик, я приехала, посмотрела, вот эти вот глазки на меня вот такие красивые. Ну, Богдаша, он вообще кукленок такой, вот он прям пупсик, он классический такой вот ребеночек маленький. И он был долго. Сколько? Год и 7, Ну, год это и 7 ему знаешь, было, да. да. Хотя мы с ним познакомились, ему было год и 5, но там после пандемии вот это долго тянулось. То есть почти 2 месяца я его забирала. И он очень долго меня принимал. То есть даже вот не смотрел в мою сторону, ничего. Ну, позволял как бы там погладить себя, там за ручку его гладила, все, но я приходила. Да, на встречах, да. Мы с психологом сидели вместе, ну, вот так вот. И он, причем я видела, что у него все равно есть какие-то свои люди, потому что за ним приходила на обед, допустим, там нянечка или что. Вот он сидел, там все сидит как бука, а раз он за ней побежал, такой счастливый. Я такая, вот я тебя увидела сейчас настоящего. Ну, вот такое все. Ой, вкусный мамин борщик, да? А с хлебушком? А молодец. А молодец. И борщик. Ну, давай борщик теперь. Чё ж один хлебушек-то? Все, я его забрала, и мы тоже сразу же улетели в Краснодар. И в Краснодаре тогда побыли на его адаптации. У меня, ну, там жилье тогда было, и мы улетели где-то на полгода или даже чуть дольше. Вот, чтобы просто вот адаптация была, чтобы ни на работу я не выходила себе. И как она прошла, Катя? О, я не могу сказать, что она у нас закончилась. Вот так, То есть мы постоянно... Я все время называю 2 шага вперед, шаг назад. Вот сейчас я подключила нейропсихолога. Она мне очень-очень-очень много вещей объяснила того, что от меня не зависит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой. Ля-ля-ля-ля-ля. Па-па-па-па-па. Папа. Ма-ма-ма-ма-ма. Мама. О, ты умеешь как поросенок? Хрю-хрю. Иху. Хрю-хрю. Иху. Скажи ква-ква. Как-ка. Скажи цып-цып. Ип-ип.
Скажи жук. Жук. Скажи лось. Ой, и тут Вава. Вава, да она уже прошла, Вава, все уже. Все уже, она прошла, твоя Вава. То есть я ей все равно пытаюсь доказать, что а вдруг это я не такая мама, а вдруг я что-то не так делаю. Она мне объясняет, что, понимаете, ну как бы слишком много на себя не тяните. Есть еще моменты, которые там и во время беременности, во время родов, во время вот проживания, во время депривации, когда он попал в домик, время в домике. То есть там тоже свои накладки. Я говорю, да нет, он в хороших условиях. У нас на Камчатке очень хороший дом ребенка. Вот прям вот, я не знаю, наверное, как бы детский садик их водит туда вот, да. Ну вот, она говорит, ну, все равно, это для, как бы для психики детской вот такое. А что с прической такой красивый ты у меня? Богдашек? А? Ты выспался хоть? Сынуля? Ой, причесон модный какой. С просоньки, скажи. Красавчик. А, красавчик. Богдашек. Где зайка? Скажи, зайка? Ну, то есть вот Богдаша, он немножечко другой. А я-то подумала, у меня дочка, ребенок, после которого хочется ребенка. Джем, после которого хочется вообще всех детей. Вот. И тут Богдаша, я так думала, что вот это же самое. Повезло. А я-то, да, с таким же запалом, все с ним там это, а он не так, он такой другой. Ну, мы же все разные, Ну, как бы конечно. есть. И, может быть, моего внутреннего позитива или энтузиазма, или чего-то хватало это все вот тянуть, вытягивать. Вот. Ну, Богдаша тоже очень у меня такой интересный парень. Он, во-первых, он мне доверился, ну, то есть как бы принял меня как вот ту вот, когда я была в домике и приходила вот та вот Да, нянечка, он к ней, да. вот он так же само ко мне. Он всегда на защиту, то есть он четко знает свой, чужой, вот это вот все, то есть маму там не обижать. Богдаш, расскажи мне про маму. Какая она? Красивая. Красивая. А еще какая? И добрая. И добрая. Мгм. А что ты любишь, скажи, с мамой делать больше всего? Что ты любишь делать? Вы гуляете с мамой? Что еще вы делаете вместе? Книжки читаете? Да. Да? А еще что делаете? А зачем ты бьешь? Он же маленький. Вы не обижаете Витеньку? Нет? Точно? Ты мне так и не рассказал про игры, в которые вы играете, Богдан. На улице во что ты любишь играть? Просятка. Так, а какое у тебя самое любимое блюдо? Салики. Шарики? А что это за шарики? Черный и белый. Я злая, нормально было. И глядите, ломает, кто-то понял. Бассейн. А я буду говорить. Богдан, сколько раз говорить, не мни, не рви книжечку. Посмотри, как нужно аккуратно с книжечкой. Ну, злодей Айболита хватает, и который Айболита красая, и кричит Айболит, Айболит, Айболит. А бедные дети припали и плачут, и плачут, и плачут. Ну вот, и Данила Галина идет. Галина идет, крокодила ведет. Новый закон Айболит крокодил говорит. Ну, пожалуйста, Галина, прекратите бармаление, чтобы заклы бармаление. Не хватало бы, не глотал бы этих детей. Повернулся, засмеялся крокодил. Я могла поглотел. Ну, Кать, ну вот их стало двое. И скажи, вот ты почувствовала вот это вот, как ты хотела?
Ты же хотела, вот, чтобы было вдвое, и вот что ты поняла? Там такой мощный спектр чувств был. И вот то чувство, что я мама двоих детей, это не самое главное, что у меня было. У меня самое главное было, что я предала Джема. Вот. Я даже запросила сессию с психологом. И да, как давай ей там рыдать, реветь, что я его... А говорю, а вдруг я его предала? А вдруг я это, что вот, ну, что я наделала? Ну, как мне быть? Ну да, потому что появляется новый ребенок, акцент все-таки на новом ребенке, да? То И есть на ты новом начинаешь ребенке, отдавать да, больше ему да. силы, И энергии. она мне тогда так объяснила хорошо. Она говорит, ты пойми, что любовь не разделяется, не отнимается, она множится. И как бы ты как генератор ее, ты ее не теряешь, не утрачиваешь, а ты ее даришь только вдвойне больше. И она мне так это все объяснила, так настолько мне вот как-то, не знаю, в душу вселила вот эту вот веру в то, что я ничего не отняла у Джема. Я не предала его. Я, наоборот, еще больше это все усилила. И я как-то с другими глазами на это все посмотрела, ну, другими глазами, и как-то мне стало полегче, что ли. Чего там страшного нет? Богдан, все под контролем. Да, мебель собирается. Боится. Все у меня. Ничего. Ой, иди к маме. Как вовремя обратиться к специалисту, да, к приемному родителю, Однозначно, да. Я, кстати, тоже ваши фильмы смотрю много, и вот особенно этот цикл последний, когда вот возвраты и все остальное, и когда вот там вот женщины бедные на нулевом ресурсе, и я смотрю и все время как от обратного. Это не я, нет, это не я. Слава богу, фух, у меня такого нет. Слава богу, у меня такого... Я же все время боюсь, я на себя столько нагребаю, знали бы вы. И вот когда смотрю, думаю, все, нет, там галочку для себя ставлю, тут ставлю. Ну, как, знаете, как работа над ошибками. Раз такая обнулилась, все, это не моя история, и дальше иду. Ваше Величество, привет! Котенок, здравствуй! Ты ждал? Я пришла. Все дела переделала и скорее думаю, где-то мой мальчик ждет маму, да? Где-то мой мальчик, привет! Ты мой лапусечек. Здесь моя красотуля, посмотри. Надо посмотреть. Ну все, готово. Скажи, прощайте! Традиционная рубрика прощания. Да. Да, все. Привет, малыш! Все, скажи. Новую жизнь! Да. Пойдем, котеночек. Все. Маленький. Ему вот 2 года будет 30 ноября, но он лялечковый. Если старшие были в этом возрасте уже такими, ну, такими самостоятельными. Да. Богдаша так вообще, мы с ним с года из 7 знакомы, и он в 2 года был, ну, такой прям мужичок, помощник, все умел, все. То вот этот товарищ, это просто лялечка мамина, да. Пока что мы еще... Да, пока что я его еще не отдаю, не тороплюсь в садика давать. Кать, когда ты его забрала, расскажи, пожалуйста, про Витю. Ты же забрала его год назад, получается, да? Уже год прошел? Да, 7 июля я забрала, и 8 июля мы сели на самолет. На следующий день. А как ты вообще опять вот решилась снова на еще одного ребенка? Что случилось вот, с тобой? если Скажи. честно... Сейчас будут говорить, да она из-за денег берет. Ну, конечно, из-за денег. Извините меня, кто вообще откажется от денег, от тех миллионов? Приличные женщины не отказываются. Но я вообще не подозревала о том, что как бы у меня где-то на горизонте маячит 3-й ребенок. Я работала себе, никого не трогала. Последняя клиентка, мы с ней, я завершаю ей укладку, звонок. Ну, так поздно не звонят обычно какие-то официальные. Ну, так без 5:45 было. Ну, заканчивается рабочий день. Ну, Екатерина Викторовна, да, все, вас опека беспокоит. Я думаю, господи, что случилось? Ну, вы же вот мальчика искали. Я говорю, ну да, я искала, и дома он у меня один, и второго, которого искала дома. Да нет, вот ваши документы, я документы как бы не забирала, и я, получается, так же прорабатываюсь, как кандидат, который ищет ребенка, мальчика до года. У нас вот есть мальчик. Я аж присела, говорю, ну,
ну ладно, такие звонки, они как бы не случайны, Ну, давайте да-да. посмотрим. И она мне называет его фамилию, он говорит, есть в базе, только вывесили. И я когда открываю фотографию вот эту, я перезваниваю по этому телефону, говорю, все, забираю, пожалуйста, все, упаковывайте, забираю, утром приезжаю. А она такая, а он такой красивый, я такая, ну таких вообще не Красивый бывает. просто, Таких детей не блондин, бывает, да. блондин. Лук не понравится. Лук. Не надо так делать. Да кушай нормально, господи. На, вилочка. В одной руке пельмень. Давай, да. Вдруг по вкусу разные. Садись, не балуйся, садись. За столом сидеть надо. Он такой ласковый. Я говорю, я завтра утром у вас в 9. Она, подождите, я завтра в 8 у вас после садика. 8:30. Она говорит, мы с 9 работаем. Я стояла все равно в 8:30 под опекой. Отдайте мальчика. И они мне что-то как-то так тоже быстро. Они, ну, едьте, познакомьтесь. Я его увидела. Он так же само, тот же прием. Вот это вот мне сюда вот на шею положил свою голову 6-месячную. Лежит с этим пакетиком. С чем это ты идешь? Ты тоже со мной иди. Я снимаю. Так и я снимаю. Дождались. Как в прошлый раз? Угадайте, куда мы идем? Да, у меня как всегда все растягивается на руках. Девушки, ну смотрите, как красиво расцвело дерево. было. Катя, я когда смотрю на такого ребенка, вот ну, он просто такой домашний, такой Очень красивый, домашний, такой очень. вот какой-то... Как такое могло случиться? Я сама не знаю. Это такое случилось. А его при рождении... Он родился, его сразу И он... отдали? Нет. Да? Он изъятый. Изъяли его, да? Да. Это я называю его и Богдашу выжившими. То есть, если бы вовремя соседи не обратились, если бы вовремя опека не отработала, то эти дети бы, ну, произошло бы страшное. Вот, они выжившие. Как в том фильме. Вот, выжившие, и все. Ты салом погнал. А изъяли по какой причине? Все неблагополучно. Ну, все неблагополучно было, да. То есть там... всё. У благополучных семей не изымают. Щеки, скажи, у нас знатные. Еще наедим. Еще наедим, да? Мама, скажи, откормит. Да? Эй, ну чуть-чуть, поулыбайся, хоть чуть-чуть. Скажи, улыбался маме, улыбался. А потом решил не улыбаться. Скажи, что это мне? Не хотим мы лежать. Точнее, он лежит, но он такой какой-то грустненький становится. Поэтому хоть мама его на ручках носит. Носит, он так прижимается. Боже мой. Боже мой, какое же ты чудо. Какое же ты чудо. Из какого города? Город Петропавловск-Камчатский, рядышком все. Тоже из Петропавловска? Да, эти два у меня, вот средние и младшие, они у меня камчедалы. Прям, в смысле, по крови и наши камчатские, все. Японский городовой. Иди сюда. А где твой сырок? А, Богдан, а как получилось, что он с сырком прошел в комнату? Мама, вот, сейчас принесу. Убег. Вить, что с тобой? Пошли руки мыть. А почему он прошел в комнату с сырком? Я боюсь туда заходить в комнату, покажи. Иди выкидывай его. Пошли руки мыть. Ой, боже ты мой. Ага. Какие-то странности, да? Умывай лицо давай. Нет, без этого. Умывай лицо. Личико умывай. Угу. Ротик. Хорошо, ротик умывай. Ну, тебя тоже давай, тоже смывай. Ну, так интересно, как вы называете камчедалы. Камчедал. Камчедал это это кто? коренной житель Камчатки, камчедал.
И я когда Джемку забирала, я увидела, кто-то написал «Мамин сибиряк». Я такая думаю, ну, мне так нравится «Мамин сибиряк», все это. Причем это же фамилия, да? Да. Но это было по отношению к ребенку, которого кто-то взял, не знаю откуда, ну, видимо, из Центральной России, там, все, «Мамин сибиряк». И я такая «Мамин камчедал». Так думаю, блин, так здорово звучит. И все, и я сделала закрытый аккаунт в Инстаграме, и там была одна фотография, вообще не Джемика, ничего, просто вот я его создала, и как будто бы я хотела, чтобы вот наполнился этот альбом вот детскими вот фотографиями семьи, счастья, всего. И вот «Мамин камчедал», так он получился. Кать, ну вот с третьим ребенком стало втройне сложнее? Или ты не почувствовала вот эту вот тяжесть от того, что у тебя такой маленький ребенок, который, скорее всего, просыпается ночью? Нет, ночью не просыпался. Ну, бывали какие-то моменты, когда ночью просыпаются. Ну, эти же детки из домика, они же больше... Как, если вот у тебя прошла нормальная адаптация, то они, во-первых, режимные. Во-вторых, они, ну, засыпают, как попугайчики. То есть свет выключил, желательно вышел, дверь закрыл. Все, да, вот это для них привычное. То есть если с Джемом я пыталась, вот это все на ручках его, я думала, почему же он у меня не засыпает, то я просто нарушала вообще его покой. И это был стресс, что его тетка качает на руках, когда он хочет спать. Только выключила свет, вышла, он бац, спит. И я все поняла, что они вот так вот спят. Как бы было сложно поначалу. Сейчас уже вот мы вернулись с отпуска, вообще вот уже все идеально. Да, любимый. Ну давайте, поиграйте на лошадке. Хулиганы, ага. Ну там хулиганы сломали лошадку, и вот я им говорю, это хулиганы ломают. То есть можно сказать, что уже адаптация прошла, Катя, или нет? С Витей не было адаптации. Вот так-то? Вот так же, как с Джемом не было. У нас только с Богдашей вот притирка была, но я, скорее всего, потому что Богдаша взросленький ко мне уже попал, в год и 7. Он уже, ну, соображал, что-то там все, да. И вот он, и, может быть, по характеру такой, он очень как-то подпускает к себе сложнее, ну, вот так вот. То есть у нас с ним вот идут такие притирочки. Ну, Виктор вообще, как, знаете, как классический младший ребенок, которому можно все, и ему нельзя говорить нет, ничего, то есть прям вот с истерикой, прям с заявкой «это мое», прям с заявкой «вы мне тут должны», я тут явился в эту семью, что происходит, почему? То есть это вот классический. Те, кто любит детей, вот они обожают именно таких вреднючих, недоговороспособных, ни на что. Вот он создан для зацеловывания. Смотри, какой. Это его. Кать, какими ты хочешь воспитать своих парней? Вот, да, давай о твоей мечте, о том, какими ты хочешь их видеть в будущем. Я хочу, чтобы они были счастливые. Я хочу, чтобы они были сплоченные. Я хочу, чтобы у них было братство. Чтобы даже понимая, что они по крови друг другу никто, но их объединит память обо мне. Они друг друга не бросят. То есть обязательно я хочу, чтобы в них вот был этот патриотизм. Я это все развиваю. Пускай меня как бы не тыкали, не хейтили, за это еще очень сильно хейтят. Ну и дальше, конечно же, мне нужно смотреть в будущее, держать руку на пульсе, потому что плохое к себе перетягивается легче. Они у меня такие, ну, ведомые, может быть, что ли. Я должна еще всегда помнить о том, что хоть я и не люблю вот это связывать с генами, да, но мне все равно приходится об этом немножечко помнить. Конечно. Вот. Но большую ставку делаю я на себя и на мое воспитание их. Вот. То есть я с себя только буду спрашивать. Вряд ли у меня когда-то такое скажут, что я скажу, я сделала все, что могла, но гены пересилили. Это все мечтают об этом. Мне все говорят, что сколько там я не... Нет, это будет только мое упущение, моя вина. То есть ты никогда не скажешь, что это гены виноваты? Никогда. Я еще слишком жадная до них, чтобы признаться в том, что что-то могло быть сильнее, чем я. То есть у меня вот это вот... Может быть, мой, не знаю, тоже грех такой, большое тщеславие, а оно вот играет, может быть, это позитивную, не знаю, сторону, что оно меня ведет и не позволяет мне опускать руки, и с себя ответственность не снимать. Кать, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, приемное родительство – это про что?
У меня нет разделения приемное родительство или неприемное родительство. У меня ответственность не меньше, у меня любовь не меньше, у меня... Ну, там... Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не разделяю приемное и неприемное. У меня про семью. Про семью. Да, то есть, ну, семья, стая, что-то вот мое вот такое. А скажи, а женщина может дать полноценно вот это понимание семьи? Ну, такая женщина, как я, может. Потому что они у меня, я все время, ну, для меня такие, как вот моего брата воспитывали. То есть, может быть, мне достаточно того, как сказать, этого запала, который я вынесла из своей семьи. И я помню отцовское воспитание, как нас, девочек, и моего брата, да. Я очень горжусь своим братом. Он у меня вообще, ну, такой настоящий мужчина, который там, когда вот случились тут, там важный период для страны, он у меня не остался в стороне, не побежал там, куда все побежали. Вот. И я еще раз убедилась, что вот это воспитание, это то воспитание, которое я хочу видеть в своих вот пацанах. И я вот так вот их воспитываю. Нет, я уверена в себе. Я могу дать такое воспитание. Конечно же, обязательно нужно, чтобы у них был тренер, мужчина, не женщина. Обязательно. У меня ко мне друзья приезжают, когда вот это... ну, парни, мужчины, обязательно у них, чтобы общение было. Мы уезжаем в Краснодар к бабушке с дедушкой, они деда обожают, там просто дядя у них есть, один, второй, там мой племянник уже взрослый, то есть, чтобы у них было мужское воспитание, психолог у них мужчина в садике. То есть они знают, что такое мужчина. По крайней мере, понимание у них есть. Правильно? Да, они знают, что такое мужчина. Я понимаю, что есть такие моменты, когда только мужчина может научить их. Ну вот как вот мне объяснить им, как мальчики справляют малую нужду, да, со слов девочки. Я-то не знаю вообще. Ну вот такие вот моменты, да. А в семье, может быть, где папа, это по-другому объясняется. Вот, там, как маме цветы дарить нужно. Ну, я стараюсь на примере там девочек. Вот Джем недавно разбил веер девочки с садика. Я ей быстренько давай, она расстроилась, бедная. Я говорю, давай мы тебе закажем. Сейчас на Валберес открыла. И говорю, давайте 2 закажем, что нам 1? И вот ему объяснила, что ты вот сделала так, а я могла бы тебе на эти денежки подарочек купить, а ты вот ей иди отдай. Вот чтобы вот он... Или там на какой-то на празднике, чтобы обязательно дарил, воспитателям, чтобы дарил. Стараюсь даже... Вот на Камчатке, особенно когда мы были, чтобы не в общую скидываться в цветы, а чтобы он сам лично нес и дарил. Ну, вот какие-то такие моменты. Не знаю. Ну, выше головы я не прыгну, ну, негде мне взять этого мужчину. А бы какого я не приведу и моим мальчикам, чтобы хоть кто-нибудь что-то сказал. Нет, я очень это все оберегаю. Я слишком это моя ценность. Катя, я надеюсь, что у вас все получится. Я в вас очень верю.